Думаете, что на службу в полицию берут только лучших? Поверьте, после этого ролика вы сильно удивитесь. Я покажу вам кадры, когда копы творили такую дичь, что даже стыдно называть их служителями закона. От задержания своих же агентов под прикрытием до случаев, когда патруль не мог справиться с одним инвалидом-колясочником. И начну сразу с этого видео. В одном из тихих пригородов Иллинойса произошел казус, который мгновенно стал сенсацией. Что случилось? Полицейские прибыли в автосервис после того, как поступило сообщение о краже. Подозреваемый, мужчина на инвалидной коляске, якобы пытался украсть аккумуляторы с припаркованных автомобилей. Вроде бы дело мелкое, но по прибытии полиции ситуация приняла неожиданный оборот. Офицер, решивший задержать инвалида, вероятно, недооценил противника. Мужчина на коляске оказался не так прост. Когда полицейский попытался надеть наручники, тот неожиданно оказал сопротивление. Зрелище, как человек на инвалидной коляске борется с вооруженным представителем закона, было одновременно абсурдным и пугающим. А затем события приняли еще более шокирующий оборот. Подозреваемый, хромая, вскочил с кресла, умудрился выхватить у полицейского пистолет и выстрелил ему в ногу. Выглядит комично и грустно. Согласны? Полицейский в этот момент осознал, что совершил огромную ошибку. Но вместо того, чтобы предпринять хоть какие-то действия, он был вынужден молить о помощи, лежа на земле и истекая кровью. Только благодаря прибежавшему напарнику инвалида удалось обезоружить и арестовать. После этого выяснилось, что мужчина уже несколько раз привлекался за мелкие кражи. Этот инцидент вызвал волну обсуждений о некомпетентности полиции, которая не смогла справиться даже с таким, казалось бы, неопасным подозреваемым. И это еще только начало моего ролика, дальше будут еще более фатальные ошибки. 5 декабря 2020 года в Вирджинии произошел инцидент, который подхватили все американские СМИ. Лейтенант армии США Корон Назарио, управляя своим новым Chevrolet Tahoe, был остановлен полицией за отсутствие номерных знаков. Хотя на заднем стекле автомобиля имелась временная регистрационная наклейка, полицейские этого не заметили. Назарио заметил полицейскую машину позади себя, снизил скорость и начал искать безопасное, хорошо освещенное место для остановки. Как понимаете, все в рамках правил. Он нашел заправочную станцию и припарковался там. Однако офицеры, включая старшего офицера Джо Гутьерреса, сразу начали действовать агрессивно, выкрикивая команды и направляя на него оружие. Несмотря на угрозы, Назарио оставался спокойным и даже начал записывать происходящее на камеру. Офицеры неоднократно требовали, чтобы Назарио вышел из машины, но он, будучи в шоке от столь агрессивного поведения, продолжал спрашивать, что происходит. Вместо ответов полицейские наращивали агрессию, игнорируя его слова и продолжая угрожать. В какой-то момент, когда Назарио заявил, что служит в армии, один из полицейских начал язвительно насмехаться над ним, продолжая игнорировать его вопросы. Что было дальше? Офицеры подошли к машине, продолжая держать оружие наготове, и один из них попытался силой открыть дверь. Назарио, руки которого все это время оставались снаружи, продолжал спрашивать, в чем его вина, и настаивал на своих правах. В ответ один из офицеров, не предупреждая, использовал перцовый баллончик, брызнув Назарио в лицо несколько раз. После этого лейтенант едва мог двигаться и почти не видел из-за ожога глаз. Офицеры продолжали грубо обращаться с ним, отказываясь даже помочь снять ремень безопасности. Когда Назарио все-таки выбрался из машины, его прижали к земле, били и надели наручники, несмотря на то, что он не сопротивлялся. Он продолжал спрашивать, за что его задерживают, но ответа не последовало. Что было дальше? После задержания старший офицер потребовал от Назарио объяснить, почему тот сразу не остановился. Лейтенант спокойно объяснил, что остановился на ближайшей безопасной и освещенной заправке. Однако полицейские, вооруженные и агрессивные, утверждали, что он намеренно игнорировал их. Когда старший офицер осознал, что ситуация была вызвана недоразумением, он решил не извиняться, а вместо этого косвенно угрожал Назарио, предлагая забыть все произошедшее, если тот не станет подавать жалобу. Назарио не предъявили никаких обвинений, но инцидент получил огласку после того, как запись попала в интернет. Видео стало вирусным, и на фоне общественного возмущения старший офицер Гутьеррес был уволен. Лейтенант Назарио подал иск против полиции, требуя компенсацию в размере $1 миллиона за моральный и физический ущерб. Судебное разбирательство завершилось тем, что присяжные присудили Назарио компенсацию в размере чуть менее $4000 за штрафные санкции
что вызвало негодование у многих, так как сумма не соответствовала серьезности инцидента. А вы как считаете? При учете, что в США частенько за ошибочное задержание выплачивают семизначные суммы? Но самый жуткий случай, когда вся страна взбунтовалась против полицейского произвола и халатности, я оставил в моем телеграм-канале. Но если в прошлом случае подвела заносчивость, то в этом идиотизм. 16 сентября 2022 года в городе Форт Лаптон, штат Колорадо, около 17:30 на номер 9. 1-1 поступил звонок с сообщением о дорожном происшествии с применением огнестрельного оружия. Сообщение было передано в полицейские управления Форт Лаптона и Платтевилля, и вскоре патрульные выехали на место инцидента. Получив описание автомобиля, связанного с происшествием, полицейские вскоре обнаружили серый пикап и подали сигнал водителю остановиться. Машина остановилась прямо рядом с железнодорожными путями. На место прибыли двое полицейских из Форт Лаптона. Водителем оказалась 20-летняя женщина по имени Рио Гонсалес, которая не оказала сопротивления при задержании. Полицейские с оружием наготове подошли к ней, надели наручники и посадили на заднее сиденье патрульного автомобиля. При этом руки женщины оставались скованными за спиной. Трое полицейских проверили пикап на наличие других пассажиров и оружия. В ходе осмотра автомобиля в центральной консоли был найден пистолет, а также 1 патрон и кобура. Тем временем офицеры начали обсуждать, могла ли задержанная выбросить пистолет из окна, когда вдали послышался гудок приближающегося поезда. Один из полицейских, стоявший рядом с патрульной машиной, начал отходить, но не предпринял попыток передвинуть автомобиль. И да, закованную женщину на заднем сиденье тоже никто не пытался вытащить. Представляете? Через мгновение грузовой поезд, не успев затормозить, врезался в патрульную машину, в которой находилась Рио Гонсалес. В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, а женщина, будучи внутри, получила тяжелые травмы, переломы 9 ребер, травмы спины и головы. Гонсалес была срочно доставлена в больницу. Как наказали полицейских? Просто отстранили, а судебные тяжбы за компенсацию длятся до сих пор. И такое в США повсеместно. Вот что делать, если попадаешь в ДТП? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки компании ДТП? Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. А помните, говорил про копа, под прикрытием которого раскрыли свои же? Один из таких случаев произошел с агентом ФБР, который на улице случайно попал в поле зрения группы полицейских. Те, не зная его настоящей личности, ошибочно приняли его за разыскиваемого преступника. Агент пытался объяснить полицейским, что они ошиблись, но натолкнулся на грубое обращение. «Убирайся отсюда, чувак, ты под арестом». Полицейские были уверены, что он человек, на которого выдан ордер на арест. Агент, чувствуя абсурдность ситуации, попытался возразить: «Вы преследуете меня, но я не тот, кого вы ищете. Если мы ошибаемся, то ошибаемся», — спокойно ответил один из офицеров, настаивая на своей правоте. Такое заявление ясно демонстрировало отсутствие профессионализма. Полицейские пытались объяснить свои действия, но их логика звучала сомнительно. Агент продолжал сопротивляться аресту, настаивая на своей невиновности и требуя, чтобы офицеры проверили его документы. В этот момент агент попросил их посмотреть его удостоверение. «Мое удостоверение в заднем кармане. Посмотрите его». Один из полицейских достал документ и с удивлением обнаружил, что перед ним действительно агент ФБР, а не преступник. Реакция офицеров изменилась мгновенно. Полицейский, который до этого настойчиво требовал подчинения и поддерживал зрительный контакт с подозреваемым, вдруг начал избегать его взгляд. После того, как ошибка была раскрыта, агент выразил возмущение. «Это было невероятно непрофессионально. Как вы могли ошибиться, полагаясь лишь на то, что я похож?» Хотя полицейские и признали свою ошибку, напряжение оставалось. Агент требовал вызова руководителя, чтобы разобраться в ситуации. Конфликт завершился на том, что полицейские все же одумались, когда выяснилась настоящая личность парня, но сам инцидент оставил вопросы о профессионализме и подходах к задержанию. Да и агенту под прикрытием пришлось выходить из игры, ведь весь район стал свидетелем этого шоу. Но иногда ошибки бывают гораздо более жесткими.
11 января 2020 года в Сан-Антонио, штат Техас, произошло трагическое событие, когда полиция и федеральные правоохранительные органы подъехали к дому на улице Сtetson-авеню для ареста 45-летнего Рэндала Гудейла, обвиняемого в совершении уголовного преступления. По информации полицейских, Гудейл мог быть вооружен пистолетом, и к заданию все относились очень серьезно. Когда офицеры прибыли на место, они увидели подозреваемого, сидящего за рулем красного пикапа, припаркованного на подъездной дорожке перед домом. Полицейские, решив задержать его, блокировали машину своими транспортными средствами. Офицеры вышли из автомобилей с оружием наготове и спустя несколько секунд открыли огонь по пикапу. Гудейл был смертельно ранен. После инцидента начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус сделал заявление, в котором объяснил, что полицейские открыли огонь, опасаясь за свою жизнь. По его словам, Гудейл, увидев офицеров, начал таранить их машины, что вызвало ответную реакцию полицейских. Макманус не уточнил, был ли Гудейл вооружен в момент стрельбы. И вранье стало роковой ошибкой. Через некоторое время появилась видеозапись инцидента, снятая камерой наблюдения. Она вызвала вопросы и противоречия, так как то, что было видно на видео, не соответствовало заявлению полиции. На записи видно, как несколько полицейских машин, как маркированных, так и не маркированных, подъезжают к дому. Гудейл, сидящий в пикапе, не проявляет никаких активных действий. Полицейские быстро блокируют выезд, выходят из машин и через 15 секунд открывают огонь по пикапу. Просто так. После того, как стрельба прекратилась, пикап медленно двинулся вперед и врезался в одну из полицейских машин. Появление видеозаписи вызвало волну вопросов со стороны общественности и журналистов. Пресс-секретарь полицейского управления заявила, что информация, предоставленная начальником полиции в день инцидента, была предварительной. Она отметила, что видео с камер наблюдения является важным элементом расследования, но оно не всегда передает полную картину. В частности, запись не включает звук, что затрудняет понимание того, что офицеры слышали или какие команды давали. Владелец дома, на территории которого произошел инцидент, предоставил эту запись журналистам, заявив, что скрывал ее из опасений, что полиция может уничтожить доказательства. Расследование инцидента продолжается до сих пор, и его результаты будут иметь важное значение для оценки действий полицейских в момент задержания. Но у общественности есть подозрение, что полиция специально тормозит дело. Согласитесь, ведь прошло уже несколько лет. Ну и куда без погони? 13 октября 2022 года в Джексонвилле, штат Флорида, развернулась драматическая сцена. Помощники шерифа, находясь на патруле, заметили подозрительный белый пикап, в котором сидели двое мужчин в масках. Решив проверить номерные знаки автомобиля, офицеры узнали, что пикап числился в угоне. Без лишних раздумий они попытались остановить подозреваемых, но те отказались подчиниться, и началась погоня. К преследованию быстро подключились другие патрульные экипажи. В разгар погони произошло непредвиденное. Два полицейских автомобиля столкнулись при попытке совершить маневр. В результате аварии машины пересекли центральную часть бульвара и выехали на встречную полосу движения. Один из автомобилей врезался в забор и дерево, а другой – в черный внедорожник. Оба полицейских получили травмы, но еще больше пострадала пожилая женщина, которая была доставлена в больницу со сломанной ногой. Другой водитель, чья машина также пострадала в ходе аварии, к счастью, не получил серьезных травм. Тем временем подозреваемые на угнанном пикапе продолжили движение. Погоня завершилась, когда пикап врезался в столб, и оба беглеца были задержаны. Водителя звали Маркис Фелтон, ему было всего 17 лет. Второго подозреваемого по неизвестным причинам не назвали. Один из них был госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни. Какая мораль всей этой ситуации? Не стоит прыгать выше головы во время погони, исполняя неотработанные маневры. Благо, что никто в итоге не погиб, а преступников задержали. Согласны? Это действительно шокирующий случай, показывающий, как небольшое нарушение может привести к серьезным и трагическим последствиям. Вся ситуация началась с того, что Хада Джарри Роуз был остановлен полицейскими в Огайо из-за отсутствия брызговика на его грузовике, что, по их мнению, требовало оплаты штрафа на месте, наличными на руку. Ситуация обострилась, когда Роуз, увидев направленное на него оружие, попытался уехать с места остановки, одновременно вызывая помощь по телефону.
Когда Роуз по просьбе оператора службы спасения остановился и вышел из машины, он был окружен множеством полицейских. Ситуация достигла критической точки, когда офицер Спикман, несмотря на очевидное отсутствие угрозы от Роуза и протесты своих коллег, отпустил на него служебную собаку. Это решение стало причиной серьезных телесных повреждений для Роуза и привело к увольнению Спикмана из полицейского департамента, хотя тот постоянно пытается восстановиться и подрабатывает в частном охранном агентстве. Потерпевший Роуз готовится к судебному разбирательству, чтобы оспорить обвинения и, возможно, добиться компенсации за нанесенный ущерб. Надеюсь, что ему заплатят достойные деньги. Жаль, что иногда в полицию берут не самых адекватных людей, ведь они отвечают за жизни других. Согласны? Пишите свое мнение в комментариях. Я с удовольствием прочту. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр, друзья!